Привет-привет! На праздники я решила не брать заказы для того, чтобы у меня было больше свободного времени на семью. Однако по прошествии нескольких дней я поняла, что этого свободного времени у меня несколько больше, чем я изначально планировала, и я соскучилась по скрапу. Поэтому я решила сделать для души какой-нибудь небольшой альбом. А так как работать вместе веселее, я хочу пригласить вас сотворить этот альбом вместе со мной. Конечно же, видео выйдет позже, чем я его снимаю. Занимаюсь я на каникулах, но мне понадобится время, чтобы все отснять, смонтировать, выложить. Но это не имеет большого значения, потому что альбом будет не новогодний и даже не зимний. Я просто взяла одну из своих старых подборок бумаги. Приготовила здесь много материалов, чтобы показать вам, из чего я планирую делать альбом. Но так получилось, я не подумала, что я различными украшениями заложила самую основу, то есть бумагу, которую я хочу использовать для альбома. Но уже не буду сейчас все разгребать, давайте смотреть так, как оно лежит. В первую очередь это большущая кучка чипборда от Скрапики. У меня его, конечно же, несколько больше, но тут я приготовила тот, который, считаю, может мне понадобиться. Вот такой кружевной бордюрчик, листочки. Еще венок, листочки, фантазийные цветы, вот такие уже немного порастасканные листы, бордюрчики, маленькая салфетка, одну я уже использовала, одна осталась. У меня чипборд весь такой немножко разнотырный, не придерживается определенной стилистики, потому что с общей концепцией альбома я тоже пока не определилась. Фоновый, маленькая рамочка с розами, еще фоновый. Веточка одна единственная у меня осталась, пара цветочков, любимая моя салфеточка, листочки, вернее перышки, веточки, вот такие вот завитки, еще салфеточки, только там была целиком, а здесь она половинками, еще перышки, только немножко другие, уголки, которыми я обычно украшаю фотографии акцентные, воздушный шар на фоновом чипборде, фантазийные цветы. И я очень хочу использовать вот этот набор надписей. Очень он мне нравится, несмотря на то, что он на английском языке. Но я не имею ничего против английского языка, так как здесь использованы настолько универсальные слова, которые знают, мне кажется, даже те, кто с английским языком не очень дружен. Например, моменты, ты и я, наш день, прекрасный день, ангел, любовь, вместе, счастье, ну вот красота. Ну то есть это все такие слова, которые в принципе мы даже визуально знаем, как они пишутся. Немножечко уберу в сторонку. Здесь же у меня хлопковое кружево. Когда я задумывала альбом, передо мной стала такая дилемма, делать ли мне его с серебряными акцентами или с золотыми. Но потом я посмотрела на бумагу и решила, что скорее всего альбом будет у меня в теплых тонах, поэтому кружево я все выбрала только бежевого цвета. Далеко не все я его буду использовать, я так думаю, но я приготовила специально несколько полос разной ширины, чтобы мне по ходу работы было проще определиться, какого дизайна и какой ширины кружева мне может понадобиться. Видите, здесь есть и очень тоненько, и пошире. Вот эту бахрому очень я люблю. Вот совсем широкое кружево. Вот такое вот нежненькое. И вот кружево сетка, которое я заказывала также на Алишке в больших количествах. И оно у меня активно расходится. Потому что, несмотря на свой незамысловатый дизайн, оно подходит практически во все работы. Также здесь у меня высечки. Немножечко я повырезала теперь моими уже любимыми ножницами от Тима Хольца. И еще раз огромное спасибо Ольге за подарок. Высечки я сделала двух цветов. Одни в цвете марсала, а другие вот такие вот синие с бирюзовым. Я даже не знаю, какие мне больше нравятся применительно к этой бумаге. Мне кажется, подходят и те, и другие, поэтому, возможно, я и буду использовать и те, и другие, просто на разных разворотах. Исходя из цвета высечек, я подобрала вот такие вот розочки. Смотрите, мне кажется, идеально подходят. Они у меня давно лежат, мало куда шли, а здесь вот ну просто дождались своего часа. И бирюзовый. Конечно, бирюзовый мне бы хотелось более приглушенный, как бы сказать, потемнее, то есть понасыщеннее, потемнее цвет и не такой чистый, чтобы смотрелось это слегка более винтажно, чем вот в таком в чистом цвете. Но и цветы бумажные у меня тоже только такого цвета. То
То есть более сложных оттенков бирюзового я не нашла. Может быть, я их буду тонировать. То есть вот такие вот розы. И вообще, на удивление, это довольно-таки, мне кажется, часто используемый цвет в цветочках. Но у меня их не так много. То есть у меня буквально вот такие 3 розочки. Вот эти вот. Причем они полным набором 5 штук. Я их, видимо, никуда не использовала. Немножко плоских цветов. Вот такие классные цветы вишни ягодного цвета. Не так давно я их покупала. Смотрите. Мне кажется, они сюда идеально подходят. Я прямо очень рада, что они у меня есть. И еще цветы вишни среднего размера, такого же цвета. Здесь же у меня еще вишня коричневого цвета. Вот такая чуть посветлее. Ну, зеленые просто попались. Тычинки. Не идеально они подходят, но в композиции, может быть, будут смотреться вполне неплохо. И вот такие вот маленькие цветочки от Прима. Их в наборе 100 штук. Давненько они у меня. Периодически их добавляю в работы, но вот еще много. Так, отложим это в сторонку. И кружавчики, и высечки. Вот так. Еще я приготовила камушки. Это камни с Алиэкспресс. Думаю, что неплохо опять-таки будут сочетаться, допустим, какие-то вот такие фиолетовые с винного цвета высечками. И, например, синий и бирюзовый вот с голубыми цветочками. Где-то должен быть еще потемнее синий. Ну, в общем и целом, думаю, что неплохо. Единственное, что меня немного смущает, мне кажется, что они могут оказаться слишком блестящими, эти камушки, раз я решила сделать блокнот в таких более приглушенных оттенках. Поэтому я и выбрала еще пудру для эмбоссинга тоже с разным подходом. То есть вот это у меня, видите, очень яркого, насыщенного такого бирюзового цвета, чистого. Классно будет смотреться с этими камушками. Это пудра от Ranger. Называется она Garden Patina. Затем вот такая вот пудра от Wow. Она вообще вот прям вау, потому что она глиттерная, блестящая. И я думаю, что она будет просто идеально сочетаться вот с этими камушками. Также я подобрала пудру более приглушенную. Это золото и платина. Вообще новая пудра у меня. Я ее только попробовала. Классно смотрится, но в работах еще не применяла. А золото вот у меня совсем чуть-чуть осталось. Обе эти пудры от Ranger. Также микробисер. Вот чисто золотой и тоже такой слегка винтажный. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Как будто бы, знаете, такая старая латунь, потому что они более тусклые, с зеленоватым оттенком. Приготовила еще металюшечки. Редко я их в последнее время использую, но, может быть, именно в этом альбоме им найдется место. Мне кажется, они будут очень классно смотреться с пудрой для эмбоссинга, вот именно золотой и платиновой. А пудру я приготовила для чипборда. Очень часто я использую чипборд в своем первоначальном виде, потому что мне нравится, как он выглядит, такой натуральный. Но декорирую я его также довольно-таки часто, при этом предпочитаю именно пудру для эмбоссинга, потому что она дает много интересных эффектов. Здесь у меня совсем чуть-чуть вырубки, потому что она в белом цвете. Это я взяла из того, что у меня было. Также, чтобы приложить в композицию, сориентироваться, надо мне такую, не надо. А делать вырубку, скорее всего, я буду в крафте, либо из картстока, который у меня лежит в наборе бумаги. Там бирюзовый. Фотографии у меня будут либо половинки 9 на 13. Вот эта ажурная рамочка, это рамочка с Алиэкспресс. В наборе 5 рамок, это, по-моему, вторая по размеру. И она неплохо подходит для половинок 9 на 13. Но сами понимаете, что фотографии не очень большие. Вторая у меня вот такая подложка. Это кто-то из российских производителей, но точно я не скажу, чья она, потому что не помню. Это подложка для половинки 10 на 15, если я не ошибаюсь. Секунду. Да, это именно для этого формата фотографии, но мне эта подложка немножко не нравится тем, что вот здесь большое расстояние между прорезью для фотографий и краем подложки, то есть вокруг фотографии остается довольно-таки большое незадействованное пространство, а я люблю, чтобы подложки были максимально компактными и не занимали полезное пространство в альбоме. Я вам показала, в принципе, все, кроме бумаги. Давайте покажу бумагу, которую я приготовила. Хотела же все аккуратненько разгрести, чтобы до нее добраться. И отчасти у меня это получилось.
Бумага здесь у меня сборная солянка, часть листов польских, часть российских производителей. Я ее подбирала просто полистно по цветовой гамме. Первый лист — это у меня польская бумага. Очень мне нравится, как выглядит вот эта сторона темно-коричневая. С этой стороны бирюзовый и коричневый горошек. Вот этот шикарный лист, это тоже польская бумага из этой же коллекции. С этой стороны она, мне кажется, немножко блеклая, не сильно подходящий, а вот с этой прямо шикарный дизайн. Следующий лист Fleur. Мне кажется, она немножко тусклая для именно вот этой бумаги, хотя в целом она смотрится, вот видите, вот это тоже польский лист, смотрится неплохо, вполне можно использовать на какие-то внутренние развороты, либо на подложке для фотографий. Лист Scrapberries. Если честно, мне честно нравится вот эта очень сторона, она прямо какая-то такая фантазийная, красивая, но я не уверена, что она по стилю подойдет к польской, возможно, буду использовать эту. Еще лист от Scrapberries. Почтовые карточки она называется. Классная вот эта сторона, прям такая состаренная, винтажная бумага. Эта сторона тоже неплохая, можно было бы ее разрезать на карточки, но здесь надписи на русском языке. А как я говорила в предыдущем своем видео, недавно выложенном, я не очень люблю, когда в альбоме сочетаются надписи на разных языках. То есть стараюсь придерживаться одного языка. Еще польская бумага. Шикарнейшая вот эта сторона. Здесь очень мелкий шеврон, за счет перехода оттенков коричневого дает полное ощущение, что бумага бархатистая. С этой стороны полоска бирюзово-шоколадная. Еще шеврон, но уже покрупнее. И тоже он смотрится прямо объемным за счет того, что у каждой полосочки одна сторона более темная, чем другая. Они как будто, знаете, такие рифленые, выпуклые. Вторая сторона этого листа текст. Еще польский лист, но эта сторона мне не очень нравится, какая-то она выцветшая, а вот эта геометрия смотрится прикольно. Тоже польский листок, но здесь вот эти голубые цветочки смотрятся уже значительно интереснее. С этой стороны ромбики. Такой листочек я вам уже показывала. И два листа картстока, которые я, скорее всего, буду использовать для вырубки. Также я буду использовать, конечно же, бумагу для основы. У меня это бумага для эскизов от Palazzo. Ее размер А3 420 на 297 миллиметров. Когда я подобрала все материалы, я поняла, что у меня нет идеально подходящей ткани для обложки, поэтому я вынула из своей коробочки то, что мне показалось подходит более-менее. То есть это вот такая ткань, она какая-то серо-коричневая, плюс темно-коричневый горошек. Хорошо подходит по цвету, но не подходит, на мой взгляд, по дизайну, потому что горошек для этой бумаги слишком простой. Возможно, буду использовать только эту ткань. Ну и ткань в бирюзовых оттенках, но она тоже не ярко-бирюзовая, как на бумаге, а такая, видите, немножко как застиранная, с серым оттенком. Тоже горошек и вот такие вот мелкие цветочки. Хотя я думаю, что когда я добавлю на обложку такой же декор, какой у меня будет использоваться внутри альбома, возможно, несколько подложек из остатков бумаги, которая будет использоваться в альбоме. И в целом вся эта история, надеюсь, объединится и будет смотреться вполне себе гармонично. Ну вот, очень много времени, мне кажется, я уделила на обзор материалов. Давайте уже приступать. Для начала давайте сделаем основы для страничек. Их нам понадобится 4 штуки. Я взяла цельный лист из моего набора. И теперь мне нужно отложить 15 сантиметров, 1 сантиметр и 15 сантиметров. То же самое я повторяю на другой стороне листа. 1 сантиметр – это расстояние между вашими страничками. Если вы планируете использовать только плоский декор, это расстояние вполне можно сделать меньше, например, 5 или 7 миллиметров. Но я делаю сантиметр, чтобы у меня был запас. Еще раз откладываю 15 сантиметр и еще 15. Соединяю точки линиями, не слишком сильно нажимая на карандаш, просто чтобы они были заметны.
Затем от верхнего угла я откладываю 20,5 сантиметров и 20,5 сантиметров. Так как линейка у меня всего 30 сантиметров, ее не хватает, я буду откладывать 3 точки. Затем нижний прямоугольник, вот этот, я вырезаю. Здесь у меня 15,1 сантиметр. И здесь, да, видите, 15,1. Этот 1 сантиметр я тоже вырезаю. Здесь у меня остается только 15. Теперь получившуюся заготовку нам нужно пробеговать по вот этой линии и по вот этим двум линиям. Причем беговать можно в разные стороны, в зависимости от того, куда вы будете загибать вот этот клапан. Да, еще вот по этой линии. И вот этот клапан. У нас таким образом получается две страницы 15 на 20,5. Плюс загибающаяся деталь здесь и загибающаяся деталь здесь. Ну, либо ту, либо в другую сторону. В зависимости от того, как вы вырежете этот лист, вы можете сделать с помощью вот этих вот отгибающихся деталей либо откидывающийся какой-то элемент, либо карман. Можно, например, оставить здесь посередине вот этот клапан, вот этот обрезать. Или здесь оставить клапан и, допустим, загнуть его так и так. Ну, то есть, благодаря вот этим вот кусочкам, в зависимости от того, как вы их вырежете, вы можете комбинировать варианты своих страничек. Так, сейчас пробегую и сложу уже заготовку, как она будет выглядеть полностью. Так как у меня беговочная доска в дюймах, а разметку я делала в сантиметрах, я просто совмещаю линии беговки с любой из рисочек. У меня получилась вот такая вот заготовка для двух страничек. Почему я взяла именно такой размер 15 на 20,5? Сделала я это для того, чтобы у меня получились основы из скраповой бумаги. Ну, то есть, чтобы лист у меня хорошо порезался. У меня здесь будет листок. Одного листа мне хватает на одну сторону, на другую сторону. Остаток вот здесь, который у меня будет длинненький, я, возможно, ну, как бы предусматривая на будущее, сделаю в серединку вот этого сгиба между листочками, то есть украшу вот эту перемычку. И остатки, которые остаются внизу у меня от листа, пойдут либо на вот эти вот открывашечки, кармашечки, либо на подложки для фотографий. Таких заготовок нам нужно сделать еще 3. Ну вот, у меня 4 заготовки. Смотрите, первый, получается, я пробеговала, сложила в эту сторону вот так. Здесь, наверное, у меня будет карман. Затем вовнутрь, так и вот так. То есть, видите, я здесь вырезала только серединку. То есть я, скорее всего, сделаю так. Здесь будет кармашек. Эта часть будет откидываться. А эта часть тоже либо будет откидываться, либо это будет кармашек. Следующую заготовку я сделала точно такую же, как показывала вам, только перевернула ее кверху ногами. Здесь она у меня заворачивается так и так. И вот заключительная заготовка, которую я вам показывала. То есть здесь у меня тоже будет либо карман, либо открывающийся элемент. И вот эта вот откидушка у меня отогнута в другую сторону. Смотрите, теперь, когда мы вот эти вот листы между собой соберем, у нас получится, что вот это вот одна страничка, это вторая страничка. Причем я планирую
когда я их буду приклеивать друг к другу, то я сделаю, скорее всего, это не по всей поверхности, а только по 3 сторонам. И у нас здесь между страницами образуется еще один карман, в который можно будет вставить большую карточку для фотографий. И все страницы я загнула именно таким образом, чтобы вот эти 2 спинки, которые будут друг к другу, оставались гладкими, без откидных элементов. Здесь я тоже вот так вот их склею. И 4-я заготовка, тоже видите, гладкие, склею я их вот так. И у меня получается потом 1, 2, 3, 4, 5 листочков в альбоме. Корешок таким образом получился шириной 5 сантиметров, но я еще накину сантиметр сюда, потому что с этих сторон у меня тоже, скорее всего, будет объемный декор. И толщина корешка без учета обложки получится около 7 сантиметров. Теперь, прежде чем собирать всю конструкцию на переплет, я хочу украсить листы фоновой бумагой. То есть объемный декор я на этом этапе добавлять не буду, потому что он потом помешает сборке. И сделаю только основу, на которую буду прикреплять украшения, скорее всего, уже после того, как я соберу весь альбом. Так как альбом я подобного плана не делала, я сейчас сижу, экспериментирую прямо с вами и пытаюсь в голове это прокрутить, как нужно это сделать, в каком порядке, чтобы один этап не мешал другому. И пришла к выводу, что, наверное, пока я сделаю именно так. То есть я сейчас беру оставленную на украшение скраповую бумагу. Вот она. Картсток я убираю, потому что он мне либо не понадобится, либо пойдет на вырубку. Мне кажется, у меня достаточно бумаги для такого, в принципе, не сильно большого альбома. Не вижу, где у меня 2-й лист картстока, но неважно. И сейчас буду подбирать бумагу по каждому развороту. И когда я ее всю подберу, потому что я думаю, это долгий процесс для съемки, я буду перекладывать бумажки туда-обратно. Но когда я все подберу, я обязательно вам покажу, что у меня получилось и где я сделала карман, где я сделала открывашку. Насчет карманов еще знаете, что вам хотела сказать. Если вы хотите сделать плоский карман, вы просто приклеиваете по 2 сторонам вот таким образом. Если вы хотите, чтобы карман у вас был более объемный и в него входило много фотографий, сюда можно вклеить дополнительные элементы, то есть просто прямоугольник бумаги, согнутый пополам и вклеенный к одной и к другой стороне. Я сейчас буду уже по ходу думать, что я сделаю. И, как уже сказала, обязательно покажу вам результат. Возможно, я еще, когда нарежу всю бумагу, я прострочу ее по периметру, чтобы это выглядело более законченно. Но, может быть, и не буду этого делать, потому что я всегда такие моменты решаю прямо по ходу дела. Вы, конечно же, можете не прострачивать, оставить именно так. Или, например, нарисовать отстрочку по линейке, если у вас светлая бумага позволяет это сделать. Хотя и на темной бумаге тоже можно нарисовать отстрочку, например, белым линером. Все, я пока с вами прощаюсь и встретимся, когда я подберу бумагу.